В этом сезоне мы посадили несколько сортов моркови, чтобы выбрать из них один самый лучший сорт для выращивания по нашей технологии в жарком засушливом климате на тяжелой глинистой почве. У всех посаженных сортов сортотип Шантане, то есть короткие толстые корнеплоды с ярко выраженной конической формой. Сейчас конец октября, 23 октября, если точно, мы вышли собирать урожай моркови. Несмотря на то, что зелень еще достаточно зелененькая, много именно зеленых листьев у морковки, могла бы расти и расти, в принципе, но в прогнозе дальше дожди, сильные похолодания, на носу зима, зима все ближе, как говорится, поэтому убираем морковку. Междурядье 15 сантиметров. В ряду, ну вот видно, что примерно сантиметров 5-7 где-то оставляли. Вот оно видно, как оно выросло. И здесь также тоже с этой стороны достаточно хорошо, наглядно видно примерно на каком расстоянии. Видно, что слишком близко не оставляли. Ну, может, где-то случайно получилось, но здесь вот все идет достаточно четко. Морковь, морковь, морковь. Ширина грядки 1,20 м. Вот здесь, ну, 8 рядов, соответственно, через 15 сантиметров. Вполне неплохие попадаются. Да. Кстати, мы прям таки одно время пробовали разные сорта и пришли к выводу, что нам все-таки нравятся вот такие коротенькие сорта. Да, мы пробовали длиннющие, они очень вглубь уходят, и когда их убираешь, буквально ломаются, пока ты их вырываешь. Да. Выкапываем. Да, нравится толщина ее. Не сказать, что она особо крупная получилась, но толстенькая. признаки как сортовые, да, все четко. Да, красиво. Вот этот малость отличается, но вот это, да, например, в целом вообще идеально. Вот. вот так вот идет. Вот, кстати, достаточно наглядно так можно оценить и качество семян, и густоту посадки. Здесь вот толстая. Рядом вроде бы оставляли сильно, но тонкая выросла, несмотря на большое расстояние. Но здесь, ладно, вот 3 штуки рядом, да. И все небольшие. И все небольшие. Это вот может быть вызвано, возможно, тем, что именно... Не прорвали. Да, прорвали плохо здесь. Но тут вот расстояние большое, это все равно, например, маленькое. То есть явно тоже качество семян слабо. Здесь вот так вот получилось. Крайние более хорошие. Да. Красивая форма вполне. Да. Такая уже шантанешная, да? Эта партия семян, похоже, более правильная. Сортовые признаки ближе к шантане. Довольно с короткими корнеплодами сорт, поэтому получается здесь вот в середине. Рвать без прокапывания, да, без предварительного. прокапывания идет. Так, пока неплохо. Ну да. В целом неплохо. Вполне. Не гиганты. Ну, для такого сезона вообще отлично даже. Да, да. Похожие семена вполне качественные. Нравится, когда вот такие толстячки попадаются. Классическая форма для шантане. Не цилиндрическая, а в виде конуса. Да, да. Конечно. Вот красота. Да. Вот она. Прям вот такая. Тоже нравится, прям красота. Люблю, когда такая морковочка идет. Красивая.
Рвется нормально прям. Ну да. Там буквально одна бывает, не вырывается, так в целом рвется все хорошо. Как раз на солнышке полежит, подсохнет, и можно будет землю обтрясти потом. Да. И уже чистую класть в погреб. Ну что-то сразу сейчас, конечно, обчищаем. Да. Основное. Насколько это возможно. В принципе, вот рвем нормально. В целом неплохо идет. Отдельные экземпляры вообще радуют, конечно. Немножко. Сегодня один такой день, когда по прогнозу плюс 17, не проверяли. Ну, ощущается, наверное, так и есть. Очень тепло сегодня. Даже в футболке жарко. Да, солнце. Но это ровно один день такой, а потом уже все. Все-таки похолодание. Я смотрю, ты дотягиваешься дальше, чем за середину. Да. О, хорошая Педипальпу морковочка. отрастил. Да, хорошие пятипальпы. Класс. Да. Не вся такая. Но в целом, в среднем, Да. Где-то очень можно даже скостить неплохо. мелочевку на семена. Где-то на плохую прорывку, Где-то не на везде прорывку, равномерно да. прорвали. Ну Кстати, так, я прорывала, да, ну было так, дело. так в целом очень даже отлично получается. Да, да. Нам более чем достаточно. Морковки. О, такие хорошенькие. Такие мы с тобой синхронно вырвали. Опа, вот тут. А, Ох, красота. Бля, ты какой быстрый. что-то я к тебе достану, нет? Опа. О, о. Такое мне нравится. Надо вот такой А это чё? поближе так. Это этот, сельдерей. А, красота же. Да, отличная морковка получилась. Да, вот такие кабанчики меня очень Вполне радуют. крупная. Вот эта красота. В этот раз прям. семена неплохие вот именно в этом, Да, в этом случае. Хватает прокопки крайнего ряда. В принципе, потом все остальное уже рвется. Даже где-то хорошо, что земля влажная, она более мягенькая. Это легко. Что у нас тут? Там есть что? Совсем другая форма. Да. Да. Нам-то нравится толстенькая, а тут явно Другой сорт. да, другой сорт, другая форма сразу. Есть неплохо. Да, есть тоже. Кабанчики тоже есть такие неплохие. Не, все равно пока мне там больше нравится. Да. И шантане Да. лучше. Несмотря на засушливый сезон, морковка в этом году порадовала. Достаточно урожайно. Мало мелочи, в общем-то. Да, есть много кривоватой по некоторым сортам. Но в целом отличный результат. Урожайность измерим для себя, чтобы знать. Скорее всего, кажется, наилучшего того, который мы на семена выбрали. Ну что, урожай морковки собран. Ну, вот урожай отсюда, с этой стороны. Ну, против солнца, по-моему, видно хуже. Сажали в этом сезоне несколько сортов, разные партии семян с целью выбрать для себя посадочный материал на семена. Вот это вот сорт Шантане 2461. Вот это урожай с половины погонного метра грядки. Шантане 2461. Это уже без массы ведра. Угу. Сколько там? 4700 получается. Ну вот. Урожайность моркови сорта Шантане 2461 с квадратного метра у нас получилось 6,28 килограмма. А в пересчете на сотку, соответственно, 628 килограмм на 100 квадратных метров.
Ну, вроде бы и формой неплохая, нам понравилась, но все-таки мелковато, вот рядом с рукой видно. Слишком крупной нету, много все-таки мелковатой. Хотя, например, нету корнеплодов разного цвета. По цветам корнеплода все однотонное. Это радует, и в целом форма одинаковая, но маловато все-таки по размеру, поэтому отказываемся. Но это пастернака немножко сажали. Корявый, ну, вырос между тем неплохой по размеру даже. Дальше сорт Шантене Роял. Вот это вот и вот это вот. И вот здесь вот довольно хорошо видно разницу. Вроде бы довольно крупные корнеплоды есть и там, но здесь какая-то форма такая не совсем на Шантене все-таки похожа. Вот это вот близко, например, но много все-таки такого ненормального. Она какая-то не ярко выраженная конечность. Тут вот, например, вот эта прям длинная такая. И тоже многовато ветвления, все-таки мелочи побольше. Ну да, например, вроде бы крупная, но явно не коническая форма. Без ярко выраженных признаков Шантене. Ну, здесь с 1,5 метров. Шантене Роял. Партия номер 1. 1,5 погонных метра. 14 килограммов, 930 граммов. Фактическая урожайность первой партии моркови сорта Шантене Роял с квадратного метра у нас получилось 6,63 килограмма. А в пересчете на сотку, соответственно, 663 килограмма на 100 квадратных метров. А вот другая партия этого же сорта здесь тоже с 1,5 метров. Шантене Роял. Партия номер 2. 1,5 погонного метра гряды. Первое ведро 10 килограммов, 300 граммов. Второе ведро 9 килограммов 600 граммов. Угу. Плюс семенная. Плюс семенная сейчас здесь. Это семенная. Да. 3 килограмма 940 граммов. Ну и минус 400 граммов ботва. Получается 3 килограмма 540 граммов. Это морковь. Фактически урожайность второй партии моркови сорта Шантене Роял с квадратного метра у нас получилось 10,4 килограмма. А в пересчете на сотку, соответственно, 1040 килограмм на 100 квадратных метров. Здесь уже четко видно вот конус. Конус, да, явный. И здесь же самые крупные корнеплоды, такие вот. Красота какая. Выровненная по цвету, все нормально, особо мелочи нету, цветового разнообразия нету, то есть по форме, по другим признакам мы вот этот предпочитаем пока что. Здесь московская зимняя, здесь с 1,5 метров. Московская зимняя, партия 1, 1,5 погонных метров грядки. Первое ведро 10 килограмм 10 грамм. Второе ведро 10 килограммов 960 граммов. Фактически урожайность первой партии моркови сорта Московская зимняя с квадратного метра у нас получилось 9,32 килограмма. А в пересчете на сотку, соответственно, 932 килограмма на 100 квадратных метров. Ну, видно, что чехарда. Есть вот такой цвет. Там он с той стороны. Там он ветвление, цвет другой тоже, вот это вот. Видно, что не оранжевая, хотя должна быть оранжевая. Много искривлений формы здесь. Такого типа вот. Тоже мелочи побольше. Ну, явно та вот покрупнее выглядит, чем это. Вот это тоже московская зимняя. Тоже сажали вот как здесь. 1,5 метра была, но полметра выкопали в летнее время еще, съели. Московская зимняя, вторая партия семян, 1 метр погонной грядки. 14 килограмм 600 грамм. Фактическая урожайность второй партии моркови сорта Московская зимняя с квадратного метра у нас получилось 9,73 килограмма. А в пересчете на сотку, соответственно, 973 килограмма на 100 квадратных метров. Ну, тоже примерно вот как здесь выглядит. Немножко, кстати, лучше. Чуть более одинаковая форма, нету разнообразия по цвету. Все корнеплоды одной окраски. Но, повторимся, больше всего все-таки вот
сорт, который нам понравился больше всего. Сорт Шантане Royal. Ну и партия семян, вот, которую мы выбрали. Вот именно с них мы выберем себе на семена. И будем этот сорт уже выращивать сами из своих семян. А так выглядит просто отлично. Да, Тут, лучше. да, здесь вот самые, явно самые крупные клубни. Вот с этого как раз будем выбирать. Вернее, корнеплода, а не клубни. Просто красота. Отличная морковка получилась. По 20 сантиметров почти эти. Толстенькая, коротенькая, все как мы любим. Да, толстая, короткая. Тут, наверное, больше 5 сантиметров, наверное, диаметра. Просто суперская. Именно такая вот, какая нам нравится, вот мы ее выбрали. Именно здесь, среди всех сортов и партий семян, проверенных за этот сезон, и лучше всего проявляются сортовые признаки и самая высокая урожайность. Морковные листья не столько обрываем, сколько ломаем, откручиваем, чтобы меньше повреждать сами корнеплоды. Если нужно, чтобы морковь при хранении гарантированно не прорастала, как вариант, полностью срезать листья вместе с частью корнеплода. Мы так не делаем, потому что и так у нас морковь хранится в песке в погребе хорошо около года, вплоть до следующего урожая, без слишком сильного прорастания. Уже так обсохла неплохо она. Сразу обсыхается, обсыпается земля лишняя, хорошо. Метровые ведра. Интересно, вылезет оно у нас все или нет? Мне кажется, будет по дороге сыпаться. Еще ведро одно так где-то возьмем. Да. Ведра 20-литровые. И прям моркови в этом году много прям. Ух. В принципе, вместилась. Да. Так. С горой тачка морковки. Нормально так. Ну это вот Шантане Royal, которую выбрали на семена. Самая красивая, самая подходящая по сортовым признакам. Ну и самая крупная, естественно. Самая, так сказать, самая лучшая. То, что нам понравилось. Да. Вот такая вот морковочка получилась. Шикарная. Семенная. Да. Самая лучшая. Супер морковка. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы. Чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Наш урожай. Хороший. Да. Какой чудесный день. Какой чудесный день. Какой чудесный я. Песенка. Мне всегда нравятся дни, когда мы славно работаем. Главное, чтобы труд не уводил человека в скотское состояние. В удовольствие. Когда ты трудишься в удовольствие, тебе приятно, тело твое получает физическую нагрузку. Главное, с трудом не перебарщивать. Да, ты это делаешь на природе, на свежем воздухе, вообще классно. Должно хотеться то, что делаешь. Если не хочется, что-то идет не так. Не, ну если хочется петь песенку «Какой чудесный день», Да, значит все нормально. все не так плохо, да.